Всем привет! Сегодня приготовим быстрый и вкусный ужин на сковороде. Блюдо готовится максимально просто, а результат обязательно порадует вас и ваших близких. Минимум времени и максимум вкуса. Одно куриное филе нарезаем кусочками, вес мяса 300 грамм. На горячую сковороду наливаем растительное масло. Выкладываем мясо. Обжариваем филе на большом огне до румяной корочки. Периодически его перемешиваем. Одну луковицу нарезаем кубиками. Лук добавляем к мясу и обжариваем еще 2-3 минуты. Одну морковь трем на крупной терке. Морковь также добавляем в сковороду. Перемешиваем и обжариваем еще 2-3 минуты. Берем 2 зубчика чеснока и нарезаем его небольшими кубиками. Добавляем его в сковороду и перемешиваем. В емкость кладем 2 столовых ложки с горкой томатной пасты, это примерно 70 грамм, и наливаем 300 мл воды. Все перемешиваем. Вместо томатной пасты можно использовать томатный сок. В сковороду насыпаем 200 грамм макаронов. Я использую макароны из твердых сортов пшеницы, так как они лучше сохраняют форму и не развариваются. Добавляем разведенную томатную пасту. И сюда же вливаем 200 мл молока. Все солим примерно половиной столовой ложки соли. Перчим черным молотым перцем. Все перемешиваем, чтобы ингредиенты равномерно распределились. Сковороду накрываем крышкой. После закипания жидкости готовим макароны на небольшом огне примерно 15 минут. В процессе варки блюдо можно перемешать 1-2 раза, чтобы макароны равномерно приготовились и не слиплись. Для дополнительного аромата и свежести можно посыпать блюдо измельченной зеленью. Я использовала петрушку, но также подойдут укроп, кинза или зеленый лук. Посыпаем зеленью непосредственно перед подачей, чтобы сохранить ее яркий вкус и аппетитный вид. Макароны с мясом получились очень вкусными, сытными и ароматными. Блюдо готовится просто и быстро, а результат порадует всю семью. Это отличный вариант для ужина, когда хочется приготовить что-то вкусное без лишних хлопот. Также у меня на канале есть и другие варианты быстрых ужинов из макаронов. Чтобы долго не искать некоторые из них, я покажу в этом видео. Вторым приготовим очень вкусный и быстрый ужин с мясом в виде гнезда из макарон. В такой оригинальной подаче блюдо понравится как взрослым, так и детям, а готовится оно очень просто. Сначала нарежем лук. Так как у меня луковица большая, то ее понадобится половина. В миску кладем 250 грамм фарша и добавляем нарезанный лук. Фарш перчим по вкусу. И солим примерно половиной столовой ложки соли. Все хорошо перемешиваем. Приготовленным фаршем будем начинять вот такие гнезда из макарон. В середину каждого гнездышка кладем фарш. Я использую свино-говяжий, но можно брать любой. Начиненные макаронные гнезда выкладываем на сковороду. Диаметр моей сковороды 24 см. У меня помещается 7-8 штук. Если сковорода больше, то соответственно поместится больше таких гнездышек. Берем 500 мл воды и немного ее солим. Сюда же добавляем примерно 3 столовые ложки томатной пасты. Все перемешиваем до однородности.
Этой смесью заливаем макароны в сковороде. Если нет томатной пасты, то можно обойтись и без нее, залив макароны подсоленной водой, но с томатной пастой получается вкуснее. Сковороду накрываем крышкой и ставим на огонь. Когда жидкость в сковороде закипит, уменьшаем огонь до минимума. Готовим макароны на маленьком огне примерно 25-30 минут. Если вдруг вода выкипела, а макароны еще не готовы, то добавьте еще немного кипятка. Макаронные гнезда с фаршем готовы, можно подавать на стол. Гнезда с фаршем на сковороде получились очень вкусными и сытными. Они очень легко готовятся и выручат, когда некогда долго готовить. Обязательно их приготовьте, это очень вкусно и просто. Следующим блюдом приготовим очень вкусную вермишель. Готовится она несложно и очень необычно. Такое блюдо отлично подойдет как гарнир к мясу или к рыбе, а также его можно готовить тем, кто соблюдает пост. На сковороду наливаем примерно 1 столовую ложку растительного масла и насыпаем 200 грамм мелкой вермишели. Постоянно перемешивая, обжариваем ее на небольшом огне около 10 минут. Вермишель должна приобрести красивый золотистый цвет. Подготовленную вермишель заливаем горячей водой так, чтобы она ее полностью покрыла. Понадобится примерно 150-200 мл кипятка. Вермишель с водой постоянно перемешиваем, пока не впитается вся вода. На это уходит примерно 2-3 минуты. Накрываем сковороду крышкой и снимаем ее с огня. Пока будем готовить овощи, вермишель набухнет до нужного состояния. Одну луковицу нарезаем небольшими кубиками. На другой сковороде обжариваем лук в небольшом количестве растительного масла. Когда лук подзолотится, добавляем к нему 200 грамм замороженной овощной смеси. Я использую мексиканскую смесь. Все перемешиваем и накрываем крышкой. Тушим овощи на маленьком огне примерно 10-15 минут до готовности. Овощи уже приготовились. Добавляем к ним подготовленную вермишель. Все солим по вкусу и перчим. Овощи с вермишелью перемешиваем, снимаем с огня и подаем на стол. Вермишель с замороженными овощами получилась необычайно вкусная и ароматная. Готовится она совсем несложно и с ее приготовлением справится каждый. Обязательно приготовьте такое блюдо, я думаю, оно вам очень понравится. Следующим блюдом приготовим ужин для всей семьи. Готовится он из самых доступных продуктов, получается сытным и очень вкусным. Также такое блюдо можно подавать и на обед. Сначала подготовим все ингредиенты. Мелко шинкуем небольшой качан молодой капусты. У меня качан капусты весом 800 грамм. Одну луковицу нарезаем кубиками. Одну морковь трем на крупной терке. 300 грамм свиной грудинки с большим количеством мясной прослойки сначала нарезаем толстыми пластинками, а затем брусочками. Вместо грудинки можно взять любое мясо, в том числе и нежирное, и обжарить его на растительном масле. 200 грамм шампиньонов нарезаем пластинками. На сухую горячую сковороду кладем нарезанную свиную грудинку и обжариваем ее на среднем огне. Когда из сала вытопится достаточно жира, кладем нарезанные грибы. Обжариваем на большом огне примерно 3-5 минут. Сюда же добавляем нарезанный лук. Когда лук подзолотится, добавляем тертую морковь. Пассируем овощи на среднем огне еще примерно 2 минуты. В сковороду кладем нашинкованную капусту. Все солим по вкусу и перемешиваем. Сковороду накрываем крышкой и тушим на небольшом огне примерно 15-20 минут до готовности. Если в сковороде не будет хватать жидкости, то нужно долить еще немного горячей воды. Пока тушится капуста, варим макароны. Воду в кастрюле ставим на огонь. Когда вода закипит, воду солим и насыпаем 300 грамм макаронов.
Я взяла макароны-бантики, но также подойдут и любые другие. Макароны варим по указанному на упаковке времени. Готовые макароны откидываем на дуршлаг. Если макароны не из твердых сортов пшеницы, то еще и промываем их небольшим количеством холодной воды. Капуста уже готова. Перчим ее по вкусу и перемешиваем. В кастрюлю кладем сваренные макароны и тушеную капусту с беконом и грибами. Все перемешиваем. Блюдо готово, можно подавать его на стол. Макароны с капустой и беконом получились очень вкусными и сытными. Готовится блюдо несложно и из самых доступных продуктов. По желанию капусту можно подавать отдельно от макарон.